Ребята, всем добрый день, я Влад Буря. Сегодня мы будем играть в игру Zero City. У нас вовсю идет событие летнее солнцестояние, выбиваем прототипы вовсю. Я, к примеру, почти уже все выбил, у меня остался только один прототип, но у меня много коллекций, 102, до этого я выбил уже больше 200 коллекций. Думаю, я смогу выбить последний прототип. От себя хочу напомнить всем то, что у меня есть промокод. В случае, если вы покупаете для себя или для друзей, к примеру, премиум или проходки дорогие, как, к примеру, вот тут есть специальное богатое украшение или обычное украшение, набор так называемый, вы можете использовать мой промокод, который сейчас видите на экране, это VLJ. Возможно, в будущем будут еще дополнительные эксклюзивные товары по моему промокоду. Ну а так вы можете получать вообще скидки. Между делом говоря, к нам подъехал комплект кадуцей. Вот он у меня тут ходит вовсю, такой красивый, с топориком таким. Я думаю, пора сделать на него обзор. То, как он стоит, как он дерется, что он делает, как хилит. В основном, конечно же, он больше хилер. И лично мое мнение, я, наверное, его буду делать в 2.4, то есть 4 части кадуцея, 2 части изгоя, это все перекрашу в зеленое и попробую в отряде. Хотя у меня отряд на 6, я думаю, на Альянсовых войнах это все можно посмотреть хорошенько, проанализировать, как он стоит, как он будет хилять в тех или иных битвах. И после этого я уже решу, насколько он реально будет крутой. А сейчас я покажу, как мой отряд с кадуцеем стоял, как он бьется. Итак, давайте откроем наш сундук блогера, который я получил от разрабов. Посмотрим на наш комплект красивый. Топорик и все части, 6 частей для кадуцея. Сейчас мы оденем на бойца и начнем тестировать все. Тут вы сейчас видите, какие параметры дает наш комплект, как снятие отрицательных эффектов, регенерация и много-многое другое. Начнем тестирование. У нас вот боец одет, я сделал запись отдельно, чтобы каждый момент смог правильно вам показать. То есть у нас пушка биотехнолога, 2 химика, поджиг паровой и сам по себе кадуцей. Началась битва, вот идет отхил, то есть самого кадуцея, у всех контузия висит от паровой. Ждем, когда начинается реген вообще, как бьется. То есть наш кадуцей мы смотрим сейчас. Как видите, тут у нас пролетает плюсы здоровья, там 84 тысячи, к примеру, 49 точнее тысяч, 84 тысячи, это все у нас, спасибо кадуцею идет так, отхил нашему отряду. Также, как вы видите, постоянно работает офицер, то есть он блокировать будет временно оружие наших любимых химиков. То есть слева химик фактически умер, то есть один даже полностью умер, а сам кадуцей бьется. То есть, как вы видите, второй кадуцей справа, который красный, у него уже не накладывается на него контузия, потому что там у поджига нету. Но, как вы видите, сам кадуцей без контузии на данный момент находится. То есть он на него не наложилась она. Интересно, сколько он в конце концов выхиляет в данном бою. Потому что тут еще летит одна граната поджига. Снова в биотехнолога влетает этого. Ну, с оружием только биотехнолога. Думаю, можно перемотать. Тут, конечно же, одетый кадуцей простого химика убивает. И остаются они вдвоем. И смотрим, какие показатели будут у нашего кадуцея. Итак, по урону нам не очень интересно, но в самом минимальном случае у нас тут 5 миллионов урона. Точнее, от хила.
И тут 7 с хвостиком миллионов урона. Также мы можем посмотреть, что тут выдали химики, то есть это весь урон, который химики выдают. В общей сложности наш химик неплохо так стоит. Давайте посмотрим посекундно, как работает наш кадуцей. То есть это 270 тысяч здоровья у них было. Тут начало прибавляться резко 330, 470 тысяч. То есть, как вы видите, на до 6 секунде, то есть на 53 секунде уже у нас срабатывает главный ультимейт кадуцея. То есть это у нас воровство здоровья и увеличивать на 15% максимальное здоровье других бойцов, причем эффекты, как вы знаете, складываются, как вы видите, там было очень много здоровья, то есть на 53-й это начало эффекты складываться, и справа у отряда, как и слева, здоровье увеличилось до 600 тысяч, когда в начале боя, посмотрите, давайте я вам перемотаю, то есть это 1 143 000. И позже мы уже видим то, что тут здоровье поднимается до 681 тысячи справа и 672 тысячи, точнее 6,8 миллионов, тут 6,7 миллионов. Потом, конечно же, эффект уже начинает спадать с самого начала, но, как вы понимаете, снова срабатывает ультимейт, и после этого здоровье отряда увеличивается до 9 миллионов. В общей сложности отрицательные эффекты, как я посмотрел по бою, снимаются нормально кадуцеем, и причем он снимает каждую секунду, то есть если на него наложить тот или иной отрицательный эффект, он его фактически сразу же снимает, если там в конце секунды за определенную миллисекунду на него он будет наложен, то потом он его все равно снимет. Вот, то есть тут висит, как вы видите, смотрите, тут на нем достаточно долго висит контузия оружия, она не снимается долго, но потом срабатывает опять же один из его эффектов, и уже после этого контузия была снята. Как видите, на других бойцах она висит намного дольше. И в общей сложности кадуцей как хилер и снимальщик отрицательных эффектов самого же себя, чтобы, к примеру, хилить бойцов и также увеличивать максимальное здоровье, он показал себя на отлично. Тут, к примеру, уже вообще 12 миллионов. Цифра зашкаливает, я бы сказал, вообще. Теперь мы посмотрим, как он покажет себя с поджигом и биотехнологом. Полностью одетые биотехнолог и поджиг. Мы не должны забывать то, что он бафает также отряд. То есть мы получаем на 40% меньше урона наш боец, один из бойцов. Как вы видите, хил летит, ну, не только от нашего кадуцея, но также и от биотехнолога, потому что он в зеленом у нас. На него накладываются, к примеру, как видите, станы, множество станов, разные эффекты. К примеру, данный кадуцей вообще умер. Данный бой, я как понимаю, закончится достаточно быстро, потому что сработали СС, спецсредства. Посмотрим, что покажет нам бой. И смотрим. 4 миллиона хила от левого кадуцея и 600 тысяч от правого кадуцея. Как вы помните, правый кадуцей умер быстрее. Как видите, 14 тысяч, тут 14, точнее 14 миллионов, тут тоже 14 миллионов по мощи вышел отряд. И вернемся опять же к рассмотру самого боя. То есть баф, какой идет баф у нас от нашего
кадуцея. То есть у нас 1 700 000 идет, и начинается баф и от кадуцея, и от наших бойцов, как вы понимаете. То есть уже 4 миллиона, тут вообще 5 с хвостиком миллионов, я как понимаю. Левый не получил так много дебафов. В этом случае тут 8 было уже, к примеру, 9 до 9 миллионов. То есть в общей сложности, что я могу сказать, с бафом на максимальное хп у Кадуце все отлично. Тут вообще 14 лямов было, к примеру, в начале. Точнее, тут уже миллион, но тут, к примеру, 12,5 миллионов суммарного здоровья. То есть, как я вижу, я уже вот еще побегал с ним, данный комплект очень хорош как второстепенный танк, то есть не основной, а второй танк, к примеру, в отряде на 8, он себя сможет раскрыть абсолютно полностью. Теперь мы будем посмотреть, что будет, если будет отряд 1-4-1. Это биотехнолог, поджиг Мира Фантом, Фаервол, сам Кацудей, Кадуцей точнее, и Арахнит. Смотрим на бой, как он пройдет, к примеру. Кадуцей, к сожалению, и с левой, и с правой стороны они умерли. Там много разных дебафов, много контролящих спецсредств, которые убивают наших бойцов. Перемотаем, наверное, или нет. Кадуцей тут стал как раз с правой стороны, его поднял поджиг. И сейчас наверняка с левой стороны, когда поднимется биотехнолог, он умрет, и он поднимет второго Кадуцея с левого отряда. Как видите, бафы летят просто отлично. Причем бафы летят, как вы видите, в самом начале боя. То есть и они не спадают очень-очень долго. Как вы помните, у нас сам баф, мне больше всего нравится, если 6,6 использовать Кадуцея, что у него максимум эффектов 10 эффектов поднятия здоровья своим союзным бойцам. Как видите, левый отряд победил, посмотрим сейчас по показателям, что тут будет. То есть он урона наносит мало, но вот отхил идет отличный от данного бойца. То есть тут и Арахнид настрелял очень много, к примеру, и Фаервол настрелял много, и многие-многие другие бойцы. А так, посмотрим, в начало боя вернемся, то есть это 57 секунда, и в этот момент начинается поднятие здоровья, то есть максимальное здоровье увеличивается. Неплохо, скажем так, поднималось здоровье у самого Кадуцея, но даже несмотря на это, его, конечно же, убивают, потому что в отряде есть такое спецсредство, как Морфей, оно блокирует регенерацию, и из-за этого он падает. Итак, пошли дальше. Итак, сейчас мы уже смотрим на бой с другим игроком, то есть там у него охотник, ликвидатор, у меня, к примеру, уже умер Арахнид, достаточно сильно просел один из химиков, это у меня поджиг, сам Кадуцей упал, в этом случае поджиг упал, остался Фаервол, биотехнолог, они поднимают у меня поджига, смотрим, как идет хил, но, как вы видите, хил не такой большой, то есть это максимум там под 60 тысяч. В этом бое я знаю то, что они, мои химики, поднимут Кадуцея, и он начнет хилять весь отряд. Так, смотрим. Остались одни химики, и у врага остался Арахнид с охотником. Охотник упал. Сейчас должен быть как раз таки момент, когда я перемотаю немного. Арахниды. Остались только одни арахниды. Смотрим, что будет дальше. Поднялся поджиг. Падает поджигать. У нас не поджиг, а биотехнолог. У него очистка кэша и химия музыки с прототипом. И он поднимает Кадуцея.
И Кадуцей начинает сразу же хилять. Посмотрите просто, какие цифры он показывает. Просто посмотрите. В этом моменте, то есть 204 тысячи здоровья. После 384 тысячи здоровья он поднял нашему арахниду. Сам, конечно, он получает очень много урона, но, опять же, как вы видите, хил летит и летит нашему арахниду. То есть, как хилер, у нас 6 из 6. Я могу сказать то, что я полностью одобряю нашего Кадуце. Он отлично снимает дебаф, отлично понижает урон, который влетает в, к примеру, в бойца. То есть, к примеру, там было 42 тысячи, он потом его пробафывает, как я понимаю. И после этого еще арахнид начинает получать намного меньше урона в этом случае. Сейчас посмотрим. То есть 14 тысяч, опять же, он срезал огромное количество урона, пробафал нашего арахнида. И, как вы видите, то есть арахнид, который должен был, опять же, упасть буквально за несколько секунд, наш Кадуцей его полностью поднял, ему здоровье, и арахнид смог стоять. К тому моменту уже начинают подниматься все остальные наши химики, и Кадуцей выхиливает полностью весь отряд. То есть я опять же скажу то, что Кадуцей главным танком, как вы видите, он достаточно быстро падает, даже несмотря на то, что он не модернизирован у меня, да, и не в топовые шмотки, но даже в таком случае он достаточно быстро упал, хотя он средний по танковитости, как я вижу. В других случаях, что я вижу, к примеру, посмотрите, какие цифры летят сейчас у нашего биотехнолога, по 200 тысяч ему прилетает дополнительного здоровья, регенерация. Сейчас посмотрим, самое интересное, посмотрим, что наш Кадуцей сделал за весь этот бой, сколько он отхилил нашему отряду, потому что цифры я, как вижу, заоблачные. Я думаю, там будет очень большой показатель. Это будет больше 10 миллионов, если не ошибаюсь. Да, 13,5 миллионов. Представьте, 13,5 миллионов он отхилил. Плюс поджиг в зеленом. Очень хорошо себя тоже показал. Опять же, поджиг топ. Firewall у нас с SS, которая хилит на 20% от максимального здоровья, тоже очень хорошо показывает себя. Ну, остальные, понятно. Поджиг это не хилер, у меня просто висит там прототип, который хилит в том случае, если критическое здоровье у бойцов будет. И сам Мирофантом, у него никакого хила фактически нету, поэтому неудивительно, что у него такой маленький показатель. Также я решил показать вам, как он будет выглядеть в 2.4, то есть у нас биотехнолог, поджиг, у нас вместо Мира Фантома теперь будет Кадуцей Фантом, ну и, конечно же, сам Ликвидатор. То есть у нас 4 бойца друг с другом, активируются уже разного свойства спецсредства. У нас Кадуцей полумертвый уже, как вижу, у них сработал офицер. И, я как понимаю, левый отряд уже проигрывает. Тут тоже Кадуцей упал, должны встать бойцы. И, как вы видите, снова огромное количество, то есть не такое, конечно, большое, как было до этого, то есть это 250, 95 тысяч, но не так, как было до этого, то есть там было даже 400 тысяч здоровья влетало, к примеру, в бойца. Если учесть то, что там разница между бойцами у меня в здоровье была там около 150-200 тысяч максимум, то да, тут можно сказать то, что Кадуцей себя показывает хорошо. Опять же, как вы видите, Кадуцей справа, он сразу же прибавляет себе 250 тысяч здоровья, то есть из-за того, что у него отлетают от ножей ликвидатора урон, перелетает. Смотрим сейчас, он терял здоровье. Сейчас посмотрим, сколько там выхилил наш
кадуцей, то есть это 740 тысяч, тут 438 тысяч здоровья. Не такие большие показатели, к сожалению, были тут в этом случае. Биотехнолог, но смотрите, биотехнолог у нас одет в полностью зеленый цвет. К примеру, если мы будем сравнивать справа, он у нас полностью зеленый, то есть там все на баф отряда, то есть саппорт, так скажем, он. И если учесть то, что сам наш кадуцей химик, у него никаких модификаций нету, и даже прототипов, то он стоит хорошо. Вот. В зеленом он показывает, наоборот, даже будет лучше показывать себя. Почему? Он еще вешать будет на себя щит, который его будет защищать, и он сможет еще дольше жить. А если мы, к примеру, на него наденем броню из варварской стратегии, которая увеличивает исходящий реген, то совсем будет, я думаю, сказка. Итак, еще один бой. Посмотрим. Тут у нас интересный такой персонаж из ВСОПов, Тимур. Мы с ним сейчас схватимся и посмотрим, как наш бой тут закончится. Итак, 58 секунда. Начался уже хил лететь. То есть у нас в этом случае кадуцей полухимик. То есть одет он в большую часть, конечно же, своего комплекта. И только две части от фантома висят. Итак, смотрим. У нас он упал на 46 секунде, то есть он у нас простоял 14 секунд, ну, если учесть то, что от офицера там еще дополнительная возможность есть у химиков жить, то средний показатель. Смотрим сейчас, как закончится бой, то есть у нас нету живого сейчас кадуцея, нам сейчас не очень-то это интересно, на данный, по крайней мере, момент. У врага остался биотехнолог, остался живой арахнид в одежде где Левиафана. Смотрим, как продолжится бой. Итак, у нас поднялся биотех. Ждем, что он умрет и поднимет в этом случае нашего кадуцея. Вот, встал кадуцей, сразу же плюс 315 тысяч. Здоровье ему влетело. Мы не забываем то, что у него одна из фишек это плюс 150 процентов от физической защиты, то есть это очень большой показатель, то есть он хорошо хилит как ультой, так и просто в 4 части. Мы должны ему, как я считаю, увеличить максимальное хп, и если у вас ваш комплект идет с защитой, то есть чипами на броню, то это прямо сказка, потому что у него будет очень много защиты, и он будет повышать на очень большое количество здоровья отряда и регенерировать им. Так, смотрите, тут, думаю, надо остановиться, видео остановить. Итак, тут 2 миллиона 300 тысяч, если учесть то, что у остальных есть как минимум одна или две вещи, или они вообще зеленые у меня в модификациях. Ну, тот же Firewall у меня с спецсредством, которое повышает здоровье всему отряду, то есть это огромные показатели будет показывать. Наш Firewall выхилил больше 2 миллионов. И я что могу сказать? 2.4 я лично тестировал на данный момент только с частями Фантома. Я думаю, еще потом буду смотреть, как он покажет себя с частями Изгоя. Перекрашу его полностью в зеленый цвет. Посмотрим, как оно будет. Как оно будет стоять и как он будет файтиться. С тестами нашего бойца кадуцея я закончил. Мое мнение таково. Красить обязательно, если вы будете его брать, в зеленый цвет. Средний танк, по возможности принимать урон.
Он не очень безумно любит урон, как вы понимаете. Ему больше надо вешать такой шмот, который будет снимать с него негативы максимально. Второстепенный танк, то есть вторым танком его можно брать, и брать, я считаю, обязательно. Еще добавлю от себя, что 2.4 его, если использовать будете, я все-таки Мира Фантом мне не так зашел. Его надо, думаю, надо тестить еще изгоя дополнительно и проверять так. То есть, лично мое мнение таково. Комплект отличный, его можно использовать дополнительным танком к ликвидатору, гробовщику, к примеру, чтобы он поднимал здоровье тому же гробовщику или другим бойцам, он зайдет на отлично. Как химиком он показал себя тоже не очень плохо, нормально выхиливал, надо увеличивать ему, конечно же, защиту, то есть тут сейчас мало защиты, и чем больше у него будет защиты, тем больше он будет отхиливать ваш отряд. Хочу напомнить то, что у меня есть промокод VLJ, как вы видите на экране его сейчас. Не забывайте его использовать при покупках в магазине на сайте MyGames в разделе Zero City. Также хочу анонсировать розыгрыш крипты, 250 крипты, 15 победителей. Ставьте лайк и ID в комментариях. После этого я через 5-6 дней разыграю крипту, и победители получат крипту. Всем удачи в розыгрыше. Большое спасибо за просмотр, и всем пока-пока.